Сегодня, как обычно, после небольшого сна решила зайти в Worldcraft. Как тут... Никитос, привет! Никитос! Многие люди, делая подобные видео, придумывают свои идеи для Worldcraft. Но я решила зайти на Discord сервер Worldcraft и посмотреть, что игроки предлагают разработчикам. Первая идея очень крутая. В ней игрок под ником Такуми предлагает добавить погоду и циклы дня в игру, а также их выбор перед созданием сервера. Выглядит это нереально круто, а в игре было бы еще лучше, особенно если бы день менялся на вечер и так далее. Следующие несколько идей дал один игрок в одном предложении, так что я буду разбирать самые лучшие из них. Йобин предлагает сделать редизайн старых скинов и добавить новые, более реалистичные. С этим я полностью согласна, потому что с обычными скинами уже практически никто не ходит, кроме нубиков, а редизайн даст им новую жизнь, а новые реалистичные скины также будут круто смотреться в игре. Дать крокодилам возможность дышать под водой. Это было бы очень круто, потому что в игре была бы новая механика, но вместе с этим нужно будет добавить водных животных. Сделать сервера на 25 или 30 человек и увеличить карты. Также крутая идея, потому что 8 человек на сервере, очень мало. Даже если не 25, то хотя бы 15 уже было бы лучше. Ну и, конечно, увеличить карты было бы тоже классно. Как минимум, этим игра стала бы свежее, и на нее можно было бы посмотреть с новой стороны. Добавить в игру группы по типу Львиного Прайда. Лично мне эта идея нравится, особенно если бы вместе с группой добавили групповой чат. Куда, как ни странно, могли бы писать только участники твоей группы, но так как максимум игроков на сервере 8, то прям большого смысла от групп нету. Но их можно было бы добавить вместе с предыдущими двумя идеями. С каждым новым уровнем твой персонаж бы рос в размерах. Это еще одна механика в игре, а она тоже хорошо вписывается в игру, так как она стала бы чуть реалистичнее. Следующая идея огромная, поэтому я вкратце расскажу, о чем написала Дугишка. Система левелов в игре очень скучная. Ее суть заключается в бесконечном фарме мобов. Много бесполезных кнопок. Весь PvP состоит из нажатия на две кнопки. Нужно добавить каждому животному свою способность. Например, волку добавить ускорение атаки, а той же лошади увеличенную скорость. Способность будет работать как кнопка с определенной перезарядкой в 50 секунд. Способность можно выбить с сундука, начиная с 50 уровня на животном. Измени систему кланов. Добавятся клановые войны, где кланы бьются между собой. За победу дают опыт для прокачки клана. Можно также добавить клановый сундук с эксклюзивными вещами или скинами. Вместо Wild Club можно сделать новую редкость скинов и добавить соответствующий сундук, из которого они выпадают. Новые биомы и животные. Новый тип животных – подводные, акула или касатка. Еще добавить мистических животных, драконов или динозавров. Пофиксить баг, где трава растет в биомах там, где она не должна. Добавить каждому боссу уникальность, новые атаки. Например, когда у медведя меньше 50 здоровья в хп, он сможет начать иногда прыгать, отнимая много хп. Лосем сможет бежать быстрее, когда у него меньше 50% здоровья. А Анубис может призывать типа помощников или песчаная торнадо. Мобам тоже нужны уникальности, сделать некоторые дены за монеты. Исправить анимацию сундука и добавить мистический сундук, из которого выпадает один мистик, и он будет стоить 100 гемов. Система убийства боссов. Чтобы получить нормальную награду за убийство босса, нужно раздамажить его хотя бы на 25%. Новичкам из-за этого очень сложно качаться в компании друзей, поэтому нужно уменьшить количество процентов для получения нормальной награды. Фух, это все данного игрока. Так, начнем с самого начала. Идеи про изменение системы левелов и PvP очень нужны для Worldcraft, потому что по факту то, что игрок написал, так оно и есть. Особенно добавление скиллов для животных очень классная идея, которая поменяет баланс в игре, добавит новые крутые механики.
Добавление клановых войн – крутая идея, которая смотивирует игроков заходить в кланы. Про новых животных идея банальная, даже очень, потому что чуть ли не каждое 5-е предложение игроков это про акул, поэтому идея такая себе. Особенно мне понравилась идея про боссов, ведь именно их нужно давно обновить. Добавление новых фаз атак боссов в зависимости от их хп замечательная идея, и скорее я хотел бы именно ее в первую очередь в Вайлдкрафте. Добавление денов за монеты очень нужна, даже если дены стоили бы 70 тысяч монет и более. Ведь не все игроки хотят тратить гемы на дены, а альтернативы у них нету никакой. Идея про изменение наград за нанесенные не стоит особо большого внимания, так как уже была раскритикована почти всеми игроками. Идея от игрока White Dude. Игрок предлагает добавить репутацию и место для комментариев от любого игрока, а также торговлю. Идея с репутацией сильно нужна в Вайлдкрафте, чтобы смотреть, нормальный ли человек или нет. А вот трейды сломают баланс в игре, так как плюс ко всему, что нужно людям передавать друг другу? Желуди? Игрок с ником Avlanged предлагает добавить изменения управления. Вот это чего действительно не хватает в Вайлдкрафте. И непонятно почему этого нету в игре, с учетом того, что сделать это несложно. Также этот игрок предложил добавить смену языка для внутренней игровой клавиатуры. Да, это очень очевидная и сверхпростая фигня, которой не хватает в Вайлде. Игрок под ником Криспи Кристи предложил очень крутую, но также очень сложную идею. Улучшенный ИИ. Очень легкий ИИ. Маленькие зверьки по типу белок будут пытаться бегать от вас зигзагами и каким-нибудь способом вернуться от вас, но зато они будут убиваться за 1 или 2 удара. Они будут пытаться убежать от вас, пока не уйдут достаточно далеко. Легкий ИИ. Маленькие зверьки, а также агрессивные звери все еще будут убегать от вас, когда вы близко к ним подходите. Но когда вы им снесете четверть хп, они будут атаковать вас в ответ и заново мансить от вас. Они будут быстрее, чем они сейчас. Они будут бегать и пытаться спрятаться за камнем или за деревом. Средний ИИ. Волки, лисы, рыси и остальные средние животные будут агрессивными, но будут пытаться убегать от вас. Если они увидят, что вы бегаете от них, они начнут убегать тоже. Но если они увидят, что вы снова бежите к ним, они будут вас атаковать. Они не будут в тупую бежать за вами все время, как они сейчас делают. Они закрутят вас перед тем, как атаковать, и если вы бьете в ответ, они будут убегать за деревья или за камни. Сложный ИИ. Олени, медведи и другие большие звери будут довольно взбешены вашим появлением, но будут игнорировать это. Чем ближе вы приближаетесь, тем больше они попытаются вас атаковать. Иногда они будут просто убегать. Если вы подойдете слишком быстро, они будут вас бить и отступать назад. Если вы начнете бить их в ответ, они придут в ярость. Когда они убегают, они попытаются сделать большой круг и бежать вокруг деревьев и камней, чтобы взбесить вас. Если ничто из этого не поможет, они бегут к ближайшему водоему и уплывут. Очень сложный ИИ. Лоси и остальные очень большие животные будут очень агрессивными к игроку. На дистанции они будут вас игнорировать, но если вы подойдете ближе, они будут заряжаться. Чем больше они заряжаются, тем сильнее они становятся. Это продолжится, пока они не зарядятся до 15%. Когда у них будет меньше половины хп, они начнут бегать кругами вокруг вас и бежать в прямом направлении. Боссы. Они будут как очень сложный ИИ, но они будут убегать, когда их хп далеко меньше половины. Можно сказать, почти на пределе. Также ИИ теперь будут нападать на вашу семью, а не только на вас, включая на детенышей, которые менее защищены. Когда член семьи умирает, то он возрождается в Дэне через 10 минут. Но тут даже нечего сказать. Это просто великолепно. Это, конечно, очень сильно усложнит игру, но так она станет, очень интересной. Игрок с ником Eternity предлагает обновление для клана. Клановый сертификат. Он покажет вам, когда клан был создан и когда вы зашли. Логи клана.
Для доступа к логам нужно иметь ранг заместителя или выше. Это поможет лидерам кланов следить, кто и когда ушел и пришел. Идея довольно-таки полезная, так как на данный момент лидеры в кланах могут только кикать людей и все. Также я хочу добавить идею от себя. Она заключается в том, чтобы в Wildcraft добавили гетерохромию. Это выглядит очень необычно и красиво. Но это была последняя идея. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также смотрите мои предыдущие видео. Всем пока!